Приветствую вас, дорогие друзья, постоянные зрители канала Ева Оракул и Таро и новые зрители этого нового канала. Сегодня у нас в гостях Альберт Эйнштейн, и мы разбираем сильные стороны известных людей на этом канале, в этой интересной рубрике, которая меня просто зажигает. Очень мне интересно, потому что действительно вот столько сейчас критики вокруг, но хочется концентрироваться на свете, на сильных качествах и брать действительно из этого мира, из людей, которые нас окружают, из событий, которые нас окружают, самое сильное, самое лучшее, использовать это во благо себе. Ну, в общем, и, конечно же, на Альберта Эйнштейна, во-первых, посмотрите, как я села, такая локация новая, какой-то, понимаете, вот какая-то скульптура, какой-то поток света, вот это символизирует, я так понимаю, статуя тела человека, но какой-то свет, энергетическое светлое поле. И на него пришла колода, кстати, самая такая моя, знаете, мистическая и доброе Таро. Вот доброе Таро сегодня у нас на раскладе про Альберта Эйнштейна. Ну что, начнем? Самое главное, что, знаете, вот я из потока сразу же иду, смотрю его поле, и это удивительно, конечно, знаете, такой спокойный, уверенной, невероятной энергии не было. Если вы видели, что у меня перед глазами. Вот это вот абсолютно показательно. Вот прям, знаете, как начинается расклад, начинаются знаки. Кто смотрит меня давно. Огромный зонт, где-то метров 10. И по нему сверху ходит кошка, и солнце светит, и я вижу, получается, ее и сверху, и снизу, понимаете? Вот это человек. Человек, который жил очень и духовной какой-то жизнью, понимаете? Он настолько был духовный, настолько был плотно соединен, понимаете, его вот сильная. Это вот, понимаете, сразу выходит карта силы. Его самая сильная сторона, его огромный свет внутри. То есть это, в принципе, человек, который жил, знаете, в потоке. Вот другого слова, почему в светлом, божественном потоке, в котором, знаете, вот его сила потока настолько велика, и настолько он сам в ней уверен, что ему даже не важно, сомневается кто-то другой, не сомневается. И понятно, что дело, он человек, на него это как-то, вот я смотрю, могло влиять, но в глубине души, внутри себя, ему это в хорошем смысле было настолько неважно. И такой был человек, знаете, очень какой-то вот деликатный, аккуратный. Вот я смотрю, мне хочется как-то подбирать слова, как-то хочется очень аккуратно, бережно, да, все говорить. Поэтому карта, эта вот сила выходит на него, понимаете, это его самое сильное его качество, что он все делает через свет божественной любви, я бы так сказала. То есть он умел проводить свет, и мы все знаем, да, что это сам известный физик, да, гений, лауреат Нобелевской премии. Это все факты, это факты, которые знают все. Кстати, хочу предупредить, что я специально, вот все, что я знаю, как бы своим, не сильно, знаете, таким историческим и каким-то таким образованием, да, школа была очень давно, все, что я там помню, все, что я знаю, все, что мне, как бы, ну вот, я специально не готовлюсь к нашим просмотрам. Я хочу, чтобы вся информация приходила чисто из потока, чтобы у меня не было, знаете, никаких отвлекающих меня информационных полей. Вот, и вот эта кошка спрыгнула с этого зонтика, понимаете, вот так же и он. Вот он какие-то свои божественные знания, какие-то открытия свои. Вот вы знаете, человек невероятный мечтатель, понимаете, вот тройка воды. Я здесь буду читать у колоды не тройка кубков, а тройка воды. Человек настолько умел, скажем так, в светлой энергии жить, мечтать. Вот он мечтатель, он мечтал, он видел эту звезду, он видел какую-то идею, и он ей жил. Она как будто бы, знаете, она его пропитывала каждую клеточку, и благодаря этому не было никаких вообще у него сомнений. То есть, и знаете, есть люди, которые, когда вот что-то человек сомневается, поэтому ему нужно убедить других, он убеждая других, пытается убедить себя. У него вера настолько сильная, настолько спокойная, настолько он четко понимал, что он хочет донести, что он хочет открыть, что он хочет изобрести, вот что он чувствует. Такая, знаете, вот такая вот какая-то вот такая прекрасная энергия такого, знаете, старого дедушки-мудреца от него идет. Я не могу вам даже описать, потому что сколько я людей просматриваю, сколько я вот уже известных людей просмотрела, и сколько я, в принципе, этим занимаюсь ежедневно, то есть не все же я выкладываю на канал, да, есть моя еще жизнь. Я веду консультацию очень много, я за 15 лет работы, вы можете представить себе просто, с каким количеством людей, энергии я соприкоснулась, их считала их. Так вот, это, наверное, самое, мне прям, честно, мне прям хочется расплакаться, настолько чистая, добрая, теплая энергия от него идет.
очень-очень приятная энергия. Десятка мечей. Ну и, конечно же, понимаете, она говорит о том, что... Десятка мечей, десятка воздуха, простите. Здесь она именно десятка воздуха. И она, это не десятка мечей. Не зря вышла именно на него, именно, понимаете, добрая Тора. Здесь вообще, понимаете, у него не было тяжелых энергий. И здесь десятка мечей говорит о том, что человек постоянно жил идеями. И эти идеи часто его, кстати, изводили. Я смотрю, что вот знаете, как человек, который увлечен, он мог там не спать, его бытовая жизнь как-то, знаете, для него это даже немножко была какая-то в тягость, он мог не задумываться об этом, быть немножко таким в глазах других людей каким-то хаотичным, безалаберным. То есть у нас как, если у тебя в материальном мире все как-то упорядочено, значит, вот как представление у многих людей, особенно тогда, ну, значит, ты как бы молодец, да? Если у тебя как бы нету порядка визуально, вот это, знаете, вот то, что я вижу, то есть, то, чего я не вижу, чего нет. Вот у него вся его жизнь, она была практически то, что невидимо другим. И для того, чтобы это сделать видимым другим, у него уходило очень много усилий, потому что то, что было очевидно ему, в его мыслях, в его фантазии, в его воображении. Знаете, слово воображение, фантазия вообще не приходит. Неправильное слово. Сейчас я подберу правильное слово. В его видении, в его... Вот слово vision хорошо подходит. Его четкая, вот у него прям вот эта вот прям энергия через него так текла. Опять выходит тройка воды. Ну и, конечно же, карта жрица на него выходит. Что может еще выйти? Кстати, на этой колоде давно не выходила. Знаете, вот его сильная сторона, что человек мог духовные, божественные свои ощущения, знания, энергии переложить. Это, знаете, как вот музыкант перекладывает в ноты, да? Точно так же ученый перекладывает в науку. Точно так же любой талантливый человек, художник перекладывает на холст. То есть он был виртуозом. То есть я, насколько я знаю, да, его же музыкальные инструменты, вот физика, он с детства, да, это все это его увлекало, да, то есть он во всем этим. То есть талантливый человек, как говорится, талантлив во всем. Так вот, когда, и знаете, идет такой... Мне, знаете, вот я прям чувствую, мне очень близкая эта энергия, потому что я была там в физмат-классе, я была виртуозом в детстве, да, на пианино я играла с оркестром, то есть я была юный виртуоз, скажем так, да. Не скажем так, а это был факт, просто я так это скромненько. Вот я была юным виртуозом, да, во всех конкурсах участвовала, и я прекрасно вот это, знаете, я сейчас соприкасаюсь его энергией, она мне очень знакома, я понимаю. То есть когда человек перекладывает свой внутренний мир, у него есть не только чувствование этого мира, у него есть возможность и способность перекладывать и знания, перекладывать эти ощущения в материальный мир. Понимаете? В музыку, в физику, в то, как он мог трансформировать любые идеи. То есть это не просто человек, знаете, фантазер это пустое, нет. Это человек, как бы изобретатель, мечтатель в хорошем смысле, который может и перекладывать талант. Гений, понимаете, гений. Он может перекладывать идею из высоких материй в, ну, как бы вот в конкретные материи. Вот. И таким образом он, собственно, себя и реализовывал. Туз огня. Туз огня, туз мечей, скажем так, да. То есть эта карта говорит о том, что она говорит о том, что сразу такой мужчина прошел, понимаете, вот он умел зажигаться этой идеей. То есть его, если какая-то идея зажигала, понимаете, вот он мог докапываться, вот он докапывается, будет до конца идти. И вообще я смотрю, что вот все его идеи, все его какие-то, знаете, мысли какие-то там и так далее, у него все начиналось как, понимаете, вот он просто был влюблен, понимаете, вот в это дело. Для него, когда вот у него... А знаете, как происходило? У него, вот я вот прям почувствовала, как он делал. У него какая-то... Зажглось. Все. Он, знаете, он как будто все остальное поникло. Как будто бы выключился свет. И все. И теперь его главная любовь его жизни, главная цель его жизни, единственное, что он видит, эту идею, эту мысль. И он с ней как будто бы... Он, как бы, понимаете, она становится его партнером, она становится любовью. То есть, вы знаете, как люди, когда влюбляются, да, они пытаются стать одним целым друг с другом. Точно так же он со своей идеей, пока он ее не проживал, не раскрывал, не доносил как бы до финала, вот он ей просто жил, понимаете, он ее любил, он ей восхищался, он ей отдавал всего себя, понимаете, как люди отдают себя любви. Вот это сильная сторона, конечно, его личности, и таких людей единицы. Обычно таких людей называют действительно, да, вот там говорят там
гений, да, извиняюсь, поправлю камеру, сбилась, таких людей называют гениями, да. То есть этот человек был не только гений, это был человек еще духовно одаренный, то есть он был таким, знаете, провидцем, в хорошем смысле. Зря на него выходила жрица, понимаете, королева мечей. И то, что я сказала, он был провидцем, понимаете. Он видел очень многие вещи, чувствовал. И то, что другие люди, понимаете, даже еще не понимали, то есть это не то, что... Это, понимаете, во-первых, это такой, знаете, вот алхимик в хорошем... Вот алхимик мне приходит слово в хорошем смысле. Он был в душе очень светлый алхимик. То есть человек, который... по сути, и мы всеми его достижениями, всеми его открытиями пользуемся до сей день, то есть он изменил этот мир, принес те законы физики, которыми мы пользуемся по сей день, да, которые изменили наше существование. Так вот, у него, знаете, такой вот момент от него идет, что ему вот абсолютно, знаете, вот человек настолько была сильная старая душа, настолько светлая душа, что ему настолько было неважно, что думают другие. Вот знаете, вот он просто, вот он настолько горел своей идеей. Я вот, знаете, видимо, весь расклад буду повторять об этом, потому что это главная вот часть его личности, оно мне все по кругу идет, понимаете? Карта, видите, здесь любовь, влюбленный. Я же говорю, вот так, как он любил свое дело, так некоторые люди могут понять, как они влюбляются, понимаете, вот эта страсть, вот эта преданность, вот эта самоотдача, вот это восхищение, вот эти розовые очки в хорошем смысле. Вот так он любил то, что он делает, и верил в то, что он видит, то, что он чувствует, какая идея у него есть. И он, конечно, до максимума. Пока вот он с этой идеей не соединится, понимаете, в таком экстазе, пока он ее не дожмет, не поймет ее, не раскроет ее до конца, он не мог вообще, как бы, вот знаете, вот как-то спокойно жить, понимаете, туз огня. Он не мог спокойно жить, у него какая-то идея, если загорала, то как бы все. Вот. Но это как бы, в принципе, вы скажете, ну, Ева, это так понятно, что ты такое говоришь, это так все понятно. Просто я не могу вам передать словами, просто когда я прикасаюсь к его энергии сейчас, да, вот такой, знаете, вот Дедушка Мороз в детстве, когда у тебя есть такой образ, который приходит и приносит чудо, такой светлый, добрый, от него точно нету никакого подвоха, понимаете, это абсолютно такая светлая, чистая энергия. И, кстати, снова выходит десятка огня здесь на него, потому что его, конечно, зажигало очень много вещей, то есть талантливый человек, талантлив во всем. И вообще, вы знаете, вот он, его сильная сторона, и вообще нужно понимать, что он, как бы, если перевести на нас с вами, да, то он был таким человеком благодаря тому, что он разбирался, понимал, у него был интерес к очень многим вещам, понимаете? То есть он очень был всесторонний, его зажигало очень много вещей, потому что все эти вещи как будто бы друг друга дополняли, понимаете? Раньше же, вспомните, в те времена было неразрывно. Архитектура, медицина, художники, вот как Микеланджело, да, то есть, кстати, вот интересно будет его тоже разобрать. То есть тогда эти вещи не разделяли. Кстати, я тоже архитектор. Я же говорю, почему-то мне очень захотелось Альберта Эйнштейна разобрать, потому что очень похожая мне такая знакомая энергия. Понимаете, человек, который интересовался, по сути, теми науками, знаниями, теми проявлениями, там, делами какими-то, да, которые позволяют как бы творческую божественную энергию раскрывать в материальный мир. И для него, по сути, было это не важно, через что это раскрывать. У него был огромный посыл передавать ту как бы частоту, ту вибрацию, которую он испытывает, да, в определенные как бы вот открытия, в какие-то достижения, в какие-то раскрывания какой-то ситуации через вот это, понимаете, через поток. И, кстати, мне почему-то сейчас всплыла такая информация, вспомнила, да, где-то очень давно я читала, что вот не зря выходит эта карта, понимаете, Иерофант. И вот то, что только я об этом подумала, как обычно карты, то, что его же мозг после его смерти, да, он там долгому исследованию, это был спорный такой момент, я так понимаю, да, что вот до сих пор там его исследовали, да, мозг. И вот представьте, мне вот идет такой карт, как вот такой момент, как будто бы это такое, вы знаете, такое какое-то разочарование, это какая-то боль от человечества, что человечество до сих пор тогда на том уровне развития, что, и в принципе до сих пор можно так сказать, да, что считают, что все эти достижения, они по сути в теле, но все его достижения, все его открытия, вся его гениальность, она была в духовной части.
Это была его душа, это была, понимаете, душа, которая, во-первых, это была, ну, кстати, я расскажу про его душу, мне сразу идет из потока. Помимо того, что это была старая душа на этой планете, очень много было воплощений, также это душа, которая воплощалась на многих других еще, понимаете, цивилизациях. То есть это огромный собран, скажем так, у него багаж вообще таких вот знаний, и не зря он пришел именно в тот момент, да, такой, знаете, сделать рывок для человечества. Так вот, этот человек, боже, я не знаю, такая энергия хорошая. Девочки, я не могу вам писать, такая теплая, спокойная, умиротворенная энергия человека, который просто, знаете, вот он просто понимает, он чувствует источник, и ему не нужно ни с чем. Вот понимаете, абсолютное отсутствие эго, как в таковом случае. То есть человек абсолютно, вот как если вы музыкант, или вы если имели дело с музыкантами, потому что я и музыкант, и архитектор, и я училась в школе в физмате, да, то есть для меня вот там физика, математика всегда мне давалось легко, я участвовала в олимпиадах, очень это все люблю. Почему? Понимаете, это все очень смежные науки, не зря про Микеланджело заговорила, да? Человек, который хочет понять суть, который разбирается в сути вещей, который чувствует природу вещей, ему не важно, через что это проявлять. И знаете, наверное, самая такая сильная сторона, и что мы можем э, взять для себя из этого гениального человека, это то, что неважно, как вы будете нести свет, знания, какие-то вот такие самые духовные, самые светлые вещи на планету Земля или вокруг себя, абсолютно неважно. Здесь главная посыл, понимаете, главная идея. Здесь выходит пятерка воздуха, по сути, она как пятерка мечей. И она здесь мне говорит о том, что у него бывали моменты, знаете, такого немножечко, когда он чувствовал такую какую-то потерянность. Вы знаете, у него были состояния между абсолютной уверенностью в том, что он делает, между состоянием, когда я, как сказать, я не очень понимаю, что я делаю, я запутался, да, и вот это у него бывали такие обчания. То есть абсолютно искренне. То есть когда человек искренне хочет что-то добиться, он не пытается хорохориться, не пытается не для себя даже там, да, вот там в глазах, вот на меня тут кошка спускается с дерева. Это просто. Ну что за звук? Вот это, кстати, его, вот, кстати, видите, вот он, когда, если он ошибался, если что-то не так, цена, понимаете, вот это вот в этот успех и это достижение, слово выходит иерофант, понимаете, мудрость признать, увидеть какие-то свои ошибки и что-то делать по-другому. То есть у меня что-то не получается, я попробую по-другому, понимаете, живой интерес, живой ум. Вот он с детства, кстати, был такой. Вот мне идет, что с детства он такой, знаете, был немножко таким, как будто бы замкнутым в себе, очень много в себе. То есть все живут какой-то, знаете, вот как бывают такие дети, знаете, которые вот все играют в футбол. Я, кстати, тоже была. Вот мне почему-то захотелось Альберта Эйнштейна, в чем-то я, какое-то узнавание, конечно, очень близкая энергия для меня, да, и в каждый себя может узнать в герое, которого я рассматриваю на канале. Ведь все мы живем как бы в одном поле, по сути, да. Так вот мне идет, что вот с детства как будто бы он жил в таком своем мире, ему так было в нем хорошо. И вот вообще его не беспокоило, что он как-то другой. Понимаете, люди, которые действительно в таком свете, которые уверены в себе, они просто хотят делать то, что, к чему у него зов сердца, понимаете? У него огромный был всегда зов сердца, вот эта мудрость, вот эта заложенная как бы программа, и вот он жил этой идеей. Вот если ребенком он просто там что-то себе как бы представлял, вот он, знаете, вот так я вижу, что он прям так вот как будто бы вот у него в голове вот такое идет, понимаете? Постоянно игра каких-то идей, каких-то мыслей, каких-то фантазий, что-то, куда-то все время его мысли, они все время мысли как будто бы играют на арфе, вот у меня такое, понимаете, даже слова такие идут. Его мысли все время играли на арфе. Ну, тончайшей структуры человек просто, понимаете? Тончайшей структуры человек. Королева воды выходит. Сейчас все посмотрим, что мне приходит. Трансформация. Там еще была восьмерка огня. Вот такие вот карты на него выходят. Смотрите, трансформация. Ну, конечно же, как обычно на знаменитых людей выходит очень много высших арканов, да, старших арканов. И здесь на него выходит трансформация. Видите, здесь трансформация, как золотая рыбка. Вот это он такой был, кстати, ребенок. Вот он он мог взять что-то, я не знаю, там, какой-то предмет, что-то, какую-то идею, и просто вот вдохновляться ей, воодушевляться, жить этим, понимаете? Он жил этими идеями, этими чувствами. И, конечно, для там, большинства людей это, ну, как бы непонятно, да, то есть очень многие люди, вот если я это вижу, то это существует. Для него его мир был совершенно другим, он был вне материальных, зримых вещей. Для него границы мира не заканчивались теми вещами, которые я вижу.
И, конечно, он испытывал огромное наслаждение от своих открытий, от того, что, понимаете, это личность, которая все время задает вопросы и получает ответы. Вот я бы так сказала. Вот у него вот эта трансформация выходит, да? То есть человек, который пытается все что-то понять, разобраться, понимаете, вот это его сильная сторона, что, и почему вот я сказала про кошку спустилась, понимаете, вот есть люди, которые ошибаются, и они не хотят признавать свои ошибки, что у них что-то не получилось, и они сдаются просто, да, и это даже в простых каких-то делах, то этот человек, да, вот он, если что-то не получилось, он пытался докопаться до сути, разобраться, понимаете, и он спокойно совершенно, понимаете, вот не было, вот сколько я делала расклад, вот тоже мы разбирали там Илона Маска, опять же, да, то есть все было пропитано, очень много эго. То здесь я, когда смотрю Альберта Эйнштейна, здесь абсолютно речь шла не об эго. То есть поэтому такие, ну, как бы, такое имя, которое, ну, как бы вообще знают все, понимаете? И законы, которые мы все учили в школе, да, мы все прекрасно это знаем, эти формулы. Так вот, понимаете, вот восьмерка огня. То есть его, конечно, открытие, вот я смотрю, когда у него случались вот эти вот открытия, понимаете, он просто получал огромное ощущение такого, знаете, удовлетворения и радости, когда у него таки получалось, когда он доходил до сути, он радовался, что он смог оправдать как будто бы надежду, смог раскусить, понять ту самую энергию, которую он чувствует, понимаете? То есть он чувствовал себя... Почему я говорю, что не было эго? Не было такого, что я выше идеи. Вот есть идея, и я хочу ее понять, я хочу ее прочувствовать, я хочу ее раскусить, я хочу ее переложить на какие-то понятные материальные вещи, понимаете? То есть было абсолютное у него такой мозг игривого ребенка, который хочет разобраться, понимаете, ему все время хотелось разобраться и докопаться до сути, понимаете, вот такой вот юникорн. Ну вот он жил, понимаете, его мир был, и тогда, и сейчас, если любой обычный человек бы с ним пообщался, то он бы сказал, ты сейчас с современным там чуваком, там, ты ку-ку, ты с приветом, да вообще как бы, ну, там, фантазер, там, понимаешь, не воспринимали бы всерьез его, потому что таких людей, понимаете, очень часто не воспринимают всерьез, понимаете. И вот я смотрю, почему-то мне пришел сейчас еще факт, насколько я знаю, что он же в Америку, да, по-моему, переехал, когда Гитлер пришел к власти, вот это я точно знаю. Правильно, да, если я, поправьте меня, если я выпрыгиваю сразу карта восьмерка земля, понимаете? Вот я же говорю, тут это то, что я хотела сказать, понимаете? То есть его как бы душа, его вообще такой человек, которому вот эти вот все внешние, вот эти все как бы ситуации, как бы, понимаете, вот даже скрипка выходит, он же на скрипке, да, играл, я так понимаю. Его творчество, его развитие, интерес именно на земле его, понимаете, именно в проявлении творческой божественной энергии. Вот это весь его интерес на этой земле, понимаете, другого интереса, другого у него как бы как такового не было, понимаете. Это проявление божественной сути, в материальных вещах, понимаете? Вот это и есть как бы архитектура, это и есть музыка, это переложение невидимого в видимое, понимаете? Вот это его, да, вот формула, ты же не можешь это объяснить, когда ты формулу увидел, когда ты это доказал, тогда это другие люди поверили, понимаете? А ему не нужно было ничего доказывать, потому что он это все чувствовал, он это все как бы верил, он как бы, понимаете, он жил этим. Поэтому вот не зря выходит, что он потом жил в Америке, потому что вот это, понимаете, тогда это в те времена как раз вот такое ощущение, вот такой вот дух свободы, который он мог, ему достаточно очень важна была свобода, понимаете. Человек абсолютно безусловной внутренней свободы. И поэтому, когда Гитлер пришел, то есть это несовместимо была его энергия, его нахождение в тех энергиях с тем, поэтому он жил там. Вот я к тому, что есть люди, которые, понимаете, готовы идти на компромиссы. Для них, может быть, проявление творческой энергии, вообще жизнь в творчестве не так важна. В творчестве во всех смыслах вы должны это понять. Я в первую очередь имею в виду духовное творческое начало. Поэтому он не смог там жить. То есть он не будет бороться с системой, он не будет тратить время на разборки с этим внешним миром, понимаете, маг? Он знает четко свою задачу, свою цель, свою жизнь, и он просто будет искать себе те обстоятельства, то есть там не доказывать людям, не бороться с этим миром, а по сути просто выполнять свою миссию, понимаете, свое предназначение, свое чувство. То есть это для него главное.
Это для него главное. Вот это я смотрю, кстати, господи, вот, кстати, вот так, как я чувствую его энергию, наконец-то пришла, вот, кстати, вышла эта карта, как я изначально вот чувствовала его энергию, таким вот, видите, мудрым дедушком с бородой, а у него, кстати, же волосы, да, вот эти вот кучерявые, такие вот седые, вот не зря, вот, видите, такой образ идет, и очень такой глубокий, добрый взгляд, понимаете, вот он маг, и он, понимаете, что ему с этим, что ему тут с кем-то что-то разбираться, понимаете, и у него есть гораздо важнее, поинтереснее дела, ну, вот. Потому что у него в сердце есть идея. Он вообще вот такой, знаете, по натуре человек очень добрый, свободный, такая вот очень светлая энергия. Понимаете, вот за ним прям вот это солнце стоит. То есть прям оттуда идет свет. У него свет и отсюда, из сердечной чакры, понимаете, из коронной чакры. В принципе, это очень-очень самый, наверное, светлый герой, которого я записывала пока на этом канале. Удивительно. Я не знаю, друзья, вот какие-то еще сильные стороны, что вот мне хочется сказать. Он, понимаете, вот такая сильная идет страна из потока, он могут быть и хаотичным, и последовательным. Он мог делать что-то как бы вот очень дотошно, очень систематично, а в каких-то других своих проявлениях он быть таким. Это проявление как раз его свободы. С одной стороны, вот эта вот идея его всегда вела, а с другой стороны, в каких-то делах он мог быть, или в каких-то вопросах он мог быть очень таким немножко рассеянным, что ли, мне идет, понимаете? Потому что его вот материальный мир слишком отвлекал, понимаете? Вот должна быть какая-то концентрация быть на... Боже, такое прекрасное чувство. Вот я помню, когда записывала про Илона Маска, по сути, изобретатель, бизнесмен. Ну, он и бизнесмен, теперь и политик. То есть там, понимаете, чистого вот такой энергии такой нету. Там очень много эго. То здесь была чистейшая энергия проводника, божественных знаний на планету Земля. Вот другого, понимаете, нету. А снова опять выходит, перемешала, как колоду сидела, 5 минут думаю, сейчас перемешаю, понимаете, иерофант выходит. Невероятные духовные знания, духовная сила, которая нашла благодаря такому человеку проявление на нашей планете таким важным знанием и открытием, и которые продвигали и продвигают нашу цивилизацию. Ну, в общем, что добавить еще, понимаете? Ну, удивительно. Удивительно, вот не зря на него приходила карта «Хорошая Таро». Ну, карта Солнца, понимаете, карта Солнца, то есть человек был в душе очень счастливым, радостным, его деятельность, то, что он делал, это делало его счастливым, и это самое главное, понимаете, поэтому сами решайте, чему можно поучиться у такого человека. Но самое главное, понимаете, для меня вот прикасаться к людям и чувствовать именно их энергию. Неважно, эти люди еще живут на этой планете или они уже выполнили свою миссию и ушли, но все равно это очень интересно. В общем, одна из самых приятных, светлых энергий, которой мне удавалось прикоснуться на этом канале. Я надеюсь, я смогла вам это передать. Пишите в комментариях, что вам срезонировало, что вам откликается. Подписывайтесь, чтобы не потеряться в ленте, если вы хотите увидеться снова. В общем, до новых встреч. С вами была Ева. Пока. Пишите, кого вы хотите увидеть в гостях на нашем канале. Пока.